Владимир Зеленский едет в США с мирной инициативой, которую собирается представить Джо Байдену. Чего стоит ожидать от этой встречи и какие могут быть договоренности с кандидатами в президенты США? Об этом поговорим сегодня с Борисом Пинкусом, общественным деятелем, президентом республиканского клуба имени Рональда Рейгана. Борис, здравствуйте, рада вас приветствовать. Добрый день, дорогие, рад быть на вашем канале, и слава Украине. Героям слава. Я очень благодарна, что вы к нам присоединились. И наша трансляция сейчас происходит в режиме прямого эфира, поэтому прошу наших зрителей поставить лайк этому стриму, чтобы его увидело как можно большее количество людей. Ну и еще, пожалуйста, напишите нам в комментариях, откуда вы, и пишите свое мнение о нашей трансляции, ставьте вопросы гостю. К вам, Борис, у меня вот такой вот вопрос. Владимир Зеленский едет с визитом в Соединенные Штаты. Джо Байдену он представит мирную инициативу. Ее может реализовать Украина в сотрудничестве с Соединенными Штатами. Но нужна политическая воля наших союзников. Есть ли у вас понимание, на какие шаги готова нынче пойти администрация Джо Байдена, а к чему явно не готова? Начнем с главного. План Зеленского называется план победы, а не план мира. Вот это очень важно. Поэтому, я не говорю как республиканец. Давайте отбросим это в сторону. Я говорю как гражданин Америки, налогоплательщик. Я прекрасно понимаю, что происходит сегодня у нас внутри, внутренней политической кухни. И тем не менее, перед моими глазами, в моей памяти, с первого дня войны в Украине, с 24 февраля 2022 года, отношение байденской администрации к Украине. Первое – это шок, как будто бы не знали, не ожидали, хотя Зеленский неоднократно обращался к администрации Байдена с тем, чтобы обратили внимание, что Путин стягивает свои войска к границам Украины. Более того, за неделю до агрессии этих варваров против Украины Зеленский встречался на Мюнхенской конференции по безопасности в Европе с той самой Камалой Харрис, которая собирается быть президентом Америки. Вот на этой встрече Зеленский сделал две просьбы, только две. Причем, вы знаете, со стопроцентной уверенностью, что агрессия будет иметь место со дня на день. Он просил первое, чтобы Америка срочно объявила о санкциях, которые могли бы хотя бы, затормозить агрессию Путина против Украины. Первое. Второе, он просил оружие. Оружие, которое могло бы помочь Украине защищаться, не нападать, а защищаться. На что Харрис прям с порога, не даже связавшись со своим боссом Байденом, ответила: нет, этого не будет. Об этом написала буквально больше недели назад известная влиятельнейшая газета Wall Street Journal. Вот с этого момента, начиная по сегодняшний день, хотя Байден вроде бы оказывает помощь, но эта помощь по чайной ложечке, она незначительна, и она привела к тому, что сегодня уже отступать некуда, и этот приезд Зеленского, он решающий. Не дай бог, чтобы он был последним. Вот это обращение Зеленского к руководству Америки, к элите американской политической. А ведь Зеленский собирается встречаться и с обоими кандидатами, претендующими на Белый дом, кроме Байдена. Я не сомневаюсь, что он встретится и с лидерами Конгресса обеих палат. Это о чем говорит? О том, что дальше отступать некуда. И этот план Зеленского, план победы, включающий 5 пунктов, 4 основных и 1 дополнительный, несомненно, они нацелены на то, чтобы не только спасти Украину, но и спасти саму Америку со многими вытекающими отсюда последствиями. Почему? Да потому что Украина, буквально с 6 числа прошлого месяца доказала, что она умеет и атаковать. И это потрясающие ее шаги.
на территории самой России, в Курской области, с большим потенциалом. То есть ВСУ может и Запорожскую, и, прошу прощения, и Курскую атомную электростанцию взять, может, только надо желание иметь, и сам город Курск может взять, и даже пойти по стопам того же Пригожина, маршем пойти на Москву. Может, но не хочет. Это не является целью Зеленского. Цель Зеленского – показать, на что способна ВСУ сегодня. И сегодня критический момент. Мужество, героизм ВСУ, с одной стороны, и решительность Байдена. Вот представьте себе на две чаши весов. Как быть? А ведь нерешительность Байдена, она погубит нас, ребят. Я не говорю об Украине, это отдельный разговор. Мы пострадаем, Америка. Это вызовет презрение, не дай бог, если Украина вдруг не получит должных видов вооружений в нужном количестве и не будет позволено Украине бить по тем военным, я подчеркиваю, военным объектам на территории России, аэродромы, склады и логистика и многое другое, что связано с войной, то, конечно же, успехов в ВСУ не видать. И тогда Украина будет вынуждена уже на будущий год обратиться к международной общественности, согласие вступить в переговоры с Россией, но уже с позицией слабости, со всеми вытекающими отсюда последствиями. И что вы думаете, Украина согласится, украинский народ, на это? Смирится? Вы что думаете, война на этом закончится? Никогда. Никогда украинский народ не согласится с тем, чтобы сдать этим варварам хотя бы 1/5 земли Украины, которая входит в границы 91 года. Никогда этого не будет. Поэтому, если вдруг Байден все-таки будет следовать своей традиционной политике, основанной на трусости, на уступничестве, и вдруг это заставит многострадальный украинский народ пойти вот на такие вот шаги уступнические с пожертвованием части ее территорий, конца войне не будет. Украина, украинский народ примет другие формы войны. Партизанщина. И я уверен, что секретные службы Украины будут работать с израильтянами. И вот тогда будут взрываться не только телефоны, айфоны, но и унитазы в самой России. И вот тогда мы посмотрим, к чему это приведет. Другого выбора просто нет. Вы понимаете как? И байденская администрация должна понимать это, к чему это приведет. И вы знаете, он должен перешагнуть через тень свою. Знаете, уже не хромой утки, а лежащей, неподвижной утки, какой сегодня является Байден, если он хочет войти в историю как помощник, друг Украины, который сделал все возможное, чтобы Украина победила, он за оставшееся время, вот именно сегодня, должен сказать Украине и всему народу Украины, Америки, прежде всего, нас, вот избирателей, что мы последовательны в своей стратегии в оказании помощи развивающимся странам и странам, стремящимся к свободе, каково является Украина. Это поднимет его авторитет, и это прибавит очки Демпартии 5 ноября. Вот это очень важно. Тем более, что подавляющее большинство украинцев не верит в то, что если Трамп победит, он поможет Украине. Не верит. Большинство не верит. У нас нет времени переубеждать украинцев, что это будет не так. Нам нужно решать все проблемы, связанные с победой Украины, до 5 ноября, чтобы никаких сомнений в будущем ни у кого не было. А для использования ракет дальнего радиуса действия и перешла в контрнаступление по всей линии фронта. Вот таково мое мнение.
Вы знаете, мы заговорили о том, все-таки пойдет ли на какие-то решительные шаги Джо Байден вот сейчас за несколько месяцев до конца своей каденции. В то же время Владимир Зеленский очень шапошно прошелся по тому плану, который везет в США. Среди прочего, там есть, вот, как вы уже упомянули, разрешение США на возможность удара вглубь территории России. Как по-вашему все-таки, вот такое важное решение, почему Соединенные Штаты не дают до сих пор вот этой вот возможности? И, может быть, какие-то аргументы с украинской стороны, вот какие аргументы мы должны привести, чтобы это решение изменилось? И, в принципе, вот вопрос, может ли что-то измениться, по-вашему, к концу каденции нынешнего президента? Во-первых, когда Зеленский заявил, что у него есть план победы, не показывая деталей, тогда администрация Байдена обратилась к Зеленскому: говорит: хорошо, покажи мне места, где ты хочешь применять наши ракеты большого радиуса действия, те же атакамсы, допустим, радиусом действия 300 и 500 и более километров. Ему был тут же представлен план расположения российских аэродромов, откуда взлетают вот эти вот самолеты, которые атакуют сегодня Украину такими планирующими бомбами. И самое удивительное, что Пентагон тут же, тот же самый Остин, который когда-то в начале войны в Украине, потрясая воздух руками, говорил: да вы что вы? Мы перевернем воздух и землю, чтобы помочь Украине победить. Сегодня у него же тон другой. Так вот, этот самый Остин вдруг говорит: подождите, это не совсем так, потому что Россия давно уже перевела свои самолеты с тех самых аэродромов, которые вы указываете, на расстояния, которые превышают, знаете, досягаемость вот ракет, которые вы просите. Поэтому этот план пустышка, не работает. Но Умеров, министр обороны, тоже представил другую карту. Расположение военных складов, оборудование, снарядов и логистические центры, которые тоже играют не меньшую роль в успешности российских войск в атаках против Украины, чем самолет. Поэтому вот ответа нет. Кстати, вот эту карту они получили, молчат. И вот, видимо, сегодня будет, вот в эти дни, когда сегодня прилетает Зеленский, у него очень большой насыщенный план в Америке. Джей Ди Венс предложил свое видение окончания российско-украинской войны, которое было противоречиво воспринято в информационном пространстве. Ну и, собственно говоря, это в то время, когда Борис Джонсон, он предлагает там в своей недавней публикации четкий план победы Украины. Это и вступление в НАТО, и возможность бить дальнобойным оружием вглубь территории России, и даже пакет кредитов в масштабах ленд-лиза на сумму в $500 billion или даже $1 триллион. То есть конкретно план победы. Вот Борис Джонсон, он тоже является другом Дональда Трампа. Вам лично какой план ближе? Ну, вопрос, конечно, я вам скажу, такой, что он не нуждается в ответе. Конечно же, план Бориса Джонсона, но еще до этого, более месяца назад, советник Трампа Майк Помпео изложил свой план, который очень-очень согласуется с планом Бориса Джонсона, где там четко сказано, что нужно сделать для того, чтобы Украина победила и насколько это важно. Там и ленд-лиз, там и план Маршалла, то есть то, о чем можно только мечтать. И то, что Джей Ди Венс сказал, я считаю, это скорее вброс или зондаж общественного мнения. Дело в том, что Трамп сегодня по опросам проигрывает Харрис, причем это расстояние, дистанция между Трампом и Харрис растет изо дня в день.
К сожалению, по вине самого же Трампа, который, имея потрясающий послужной список, куда входит и его помощь Украине, первую свою каденцию, именно Трамп, а не Обама, начал давать джавелины Украине. Именно Трамп разрешил поставлять гаубицы 3 семерки Украине, а не Обама. Именно Трамп объявил войну нефтедолларовому каналу Путина, снизив цену за баррель со 120 долларов за баррель до 40 долларов. Это была заслуга именно Трампа. И это все в прошлом. Сегодня положение куда страшнее. Именно благодаря бездарности Байдена и его администрации. Поэтому сегодня Трамп еще не уверен, что он выиграет. И у меня тоже есть большое сомнение. Именно благодаря его личным качествам, а не тому, чего он придерживается. И не случайно тот же Путин публично поддержал Харрис. Сейчас уже Лавров уже идет на попятную, говорит о том, что это была шутка. В каждой шутке есть маленькая доля шутки. Давайте будем говорить прямо. Конечно, Путина устраивает Байден. Конечно, Путина устраивает Харрис. Почему? Уступничество, трусость, недальновидность. Более того, я отвечу на ваш вопрос. Чем объяснить, что Байден такой нерешительный? Все по одной и той же причине. Вокруг Байдена еще есть советники, которые говорят, что путинская администрация — это меньшее зло. Нам не нужно уничтожать Путина. Нам нужно вступить с ним в переговоры. Если Украина победит, а это значит, путинский режим должен рухнуть, тогда неизвестно, что будет потом. То есть вокруг Путина один преступник хлеще другого, оппозиции в России нет, начнется распад самой России, и такие регионы, как Дальний Восток, Забайкалье там, и другие территории Востока России могут вообще оказаться во владении Китая, который куда страшнее, чем Россия. Она мощнее, экономика мощная. Китай наращивает вооружение сегодня как никогда. Плюс к этому самое страшное. Неизвестно, как говорят те, кто наускивает Байдена, неизвестно, что будет с ядерным оружием России и в чьи руки попадет. А вдруг это оружие попадет в руки исламистов. Вот это была бы трагедия для всего мира. Вот это сегодня давлеет над Байденом. Именно он поэтому сегодня все чаще, знаете, склоняется через свои утюги, леволиберальные издания, прежде всего «Нью-Йорк Таймс», которые не придают значения успехам ВСУ на территории России, Курской области. Они говорят, что это единичный успех. Он не является решающим. Он не будет, знаете, таковым, который может привести к победе. Этого нет. И давайте на этом не будем зацикливаться. Может быть, вообще не следовало этого делать. Зачем надо было жертвовать живой силой и техникой, когда можно было обороняться и защищаться под Донецком, например. Тот же Покровск защищать, к примеру. Вот такие доводы они приводят. Но они не признают, что сегодня мы под Покровском великая украинская армия совершает чудеса, не имея в нужном количестве, в нужном качестве те виды вооружений, которые могли бы остановить этих варваров, и не просто остановить, но и пустить их в бегство. И мы бы имели то, что мы имеем сегодня на территории Курской области, где сотнями сдаются в плен. Понимаете, вот этого признавать не хотят. Теперь я скажу, что происходит у нас внутри, в нашем политикуме. Так вот, слава богу, есть двухпартийное единство в Конгрессе, где демократы и республиканцы вместе сегодня давят на Байдена. Маленький вам пример. Приезд в последний раз тандема Блюментал, демократа, и Линдси Грэма, республиканца, наглядное тому подтверждение. Именно вот эти двое сегодня в Сенате и 3
больших друга Украины, 3 Майка. Майк Тернер, председатель комитета по разведке, Майк Маккол, председатель комитета по иностранным делам, и Майк Роджерс, комитет по вооружениям, они сегодня, знаете, проявляют массу инициатив в нашем Конгрессе, чтобы любой ценой сделать все возможное, чтобы приезд Зеленского был успешным, чтобы быстрее дать то, что обещали 20 апреля, когда принимали закон о помощи Украине в 61 миллиард на бумаге, и приняли новую стратегию, которая гласит оказание помощи Украине до полной ее победы, а не то, что было до 20 апреля, высказанное Байденом, оказывать помощь Украине настолько, насколько мы можем. Вот это сегодня новое в действии. Вот на это давят сегодня наши республиканцы. И вот сегодня, когда мы встречаемся с нашими законодателями, мы им напоминаем об этом. Мы говорим: слушайте, а почему вы терпите? Ведь Байден нарушает закон. Он обещал, он принял, он сваливал все на республиканцев. А вот теперь, когда от него все зависит, он ищет причины, новые оговорки, чтобы не оказать помощь Украине. Я не могу не коснуться 6 миллиардов долларов, которые являются украинскими. Вот из тех 61 миллиарда там всего 8 миллиардов принадлежат Украине. И 2 использовано с тех пор, с апреля по сегодняшний день для Украины. А вот 6 миллиардов до сих пор нет. Почему? Почему на эти деньги не даются те же самые атакамсы, к примеру, большого радиуса действия? Я вам приведу пример. 10 миллионов стоит одна ракета атакамс. Всего лишь 10 миллионов. А тут у нас 6 миллиардов. Можно было бы дать? Можно, несомненно, можно было бы. Я не говорю уже о самолетах F-16, в которых Украина нуждается как никогда. И Байден уже 1000 раз обещал, что вот даст миллион оговорок. И мало того, Байден не позволяет даже вот этой авиационной коалиции Нидерланды, Бельгия, Дания, там Швеция, которые давно обещали около 100 этих самолетов, до сих пор в нужном количестве не дают. Смотрят в рот Байдену. Я не говорю про этого Шольца, балбеса тоже, который обещал и не дает то, что он обещал. Таурусы, например, те же ракеты большого радиуса действия. Нет, их нет. Тоже смотрят в рот Байдену. Все зациклено на одном человеке, Байдене. В этом вся проблема. Я возвращаюсь к плану Зеленского. Очень важный план. Прекрасный план, даже если мы детально еще не знаем, о чем там речь, но главное, что там сделан акцент. Или сегодня, или никогда. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Против нас, американцев, рядовых американцев, налогоплательщиков. Сегодня издание The New Yorker сделало большое интервью с Владимиром Зеленским. Спросили в том числе у нашего президента, изменилась ли его позиция, исходя из того, что он говорит о переговорах с Россией. И Владимир Зеленский сказал, что контекст украинской позиции остается неизменным. Главное, что мир должен быть справедливым. Как американцы воспринимают украинскую позицию, и есть ли у Соединенных Штатов видение собственное, как закончить эту российско-украинскую войну? Ну вот в продолжении той версии, которая витает вокруг Байдена о том, что надо бы закончить войну сегодня, по линии фронта сегодняшней, к примеру, например, на территории Украины, и заморозить, зато сохранить жизнь оставшихся украинцев, заняться обустройством оставшейся части Украины, а речь идет где-то о 80% территории Украины, то есть давайте временно отдадим Украине вот эти 18-20% территории Украины оккупированной, в том числе и Крым туда входит, и вот эти вот 4 области украинские займемся. И, знаете, вот так вот утихомиримся и начнем помогать живым украинцам. Им возвращаться в нормальную жизнь.
помочь Украине войти в Европейский Союз и пообещать войти в НАТО. Ну, давайте, вот сегодня Зеленский, я не сомневаюсь, будет говорить о членстве в НАТО. На мой взгляд, я бы на эту тему вообще не говорил. Почему? Это нереально, друзья мои. Почему нереально? Две причины, почему это нереально. Первое – это устав. Устав именно НАТО, согласно которому ни одна страна, на территории которой ведется война или вовлечена в войну, не может стать членом НАТО. Это в уставе НАТО сказано. Первое. Второе. Это стопроцентное голосование должно быть. Сегодня 32 страны, члены НАТО. Если хоть одна из них скажет «я против», баста, ни о каком членстве не может быть и речи. Это недостаток устава НАТО. Об этом говорил Трамп, когда он был президентом 16 по 20 этого века, года, 2016-2020, когда он был президентом. И надо менять устав. Устав должен быть основан на принятии новых членов при большинстве голосов, а не про стопроцентном голосовании. Это первое. Второе вытекает из новой ситуации, из нового мирового порядка, когда Запад оказался не готов к тому, что какой-то маньяк вдруг окажется у кнопки с ядерным оружием. И тогда Запад, который по сей день в течение всего времени холодной войны обольщался тем, что мы все имеем ядерное оружие, никто ни на кого не нападет, испугается взаимной ответки ядерной. Чушь собачья. Вот я еще раз говорю, достаточно оказалось быть вот этому маньяку Путину у кнопки с ядерным оружием, как Запад оказался застигнут врасплох. Они не знают, как себя вести, как ответить на это. Несмотря на то, что все, что Путин угрожает, это блеф. Он никогда не сможет воспользоваться ядерным оружием. Поэтому тут многое вытекает из этого. Сегодня не надо зацикливаться на членстве в НАТО. Почему? Это процесс, это берет долгое время. А нам нужно жить, выживать сегодня. Каждый день падают бомбы на Украину. Поэтому я бы сконцентрировался на другом вопросе. Ведь Зеленский подписал на последнем саммите G7 в Италии закон, не закон, соглашение о взаимной помощи между Украиной и Америкой. Но это еще не закон. Его надо имплементировать, его надо принять, адаптировать, его удобно узаконить путем голосования в нашем Конгрессе. Вот если это будет сделано, тогда независимо ни от кого, демократ ли в Белом доме, республиканец ли, помощь Украине будет вестись всегда, когда Украина в этом будет нуждаться. Точно так же, как и с Израилем. Я вам приведу пример. Израиль не является членом НАТО. И тем не менее, у нас есть закон о взаимной помощи между Израилем и Америкой. И 3,5 миллиарда каждый год, независимо от того, кто в Белом доме, это минимум, подчеркиваю, поступает в Израиль в виде военных снаряжений, оборудования и так далее. Вот это надо делать, это быстрее. И никакое НАТО, никто повлиять не может из членов НАТО. Это может сам Байден поддержать, внести это в Конгресс, или мы сегодня общаемся с конгрессменами, мы требуем, чтобы они проявили инициативу. Тем более сейчас Зеленский здесь. Вот надо это быстренько наметить и, не откладывая в долгий ящик, буквально со дня на день экстренно вести повестку дня и проголосовать в нижней и верхней палатах. Я уверен, есть большинство в обеих палатах. И это проскочит, и это будет законом. Это будет величайшее достижение Зеленского. Вот это очень важно. Это на перспективу. И в то же время, конечно, деремся, воюем,
давим с тем, чтобы Зеленский с пустыми руками не уехал, чтобы он уехал с победой. Сегодня Украина — это Давид, царь Давид, который воюет с Голиафом, этой Россией, которая представляет собой жестокость и массу. Царь Давид должен победить. Мы в этом не сомневаемся. Так оно и будет. Спасибо вам большое за такое вдохновение. И также хочется поговорить еще о нескольких встречах, которые будут у Владимира Зеленского. Кроме Джо Байдена, он также встретится с Камалой Харрис и с Дональдом Трампом. Да. Вот как вы считаете, что украинский президент может обсуждать с еще кандидатами пока в президенты, и могут ли на этом этапе, по-вашему, быть какие-то договоренности? И если да, то о чем эти договоренности? Прежде всего, я бы очень просил бы, чтобы эти лидеры, Харрис, например, сегодня, и Трамп, будучи публичными, общаясь со своей аудиторией, каждый где только может, обращались к народу американскому, а он у нас разношерстный, объясняя значимость победы Украины, значимость для нас, американцев. Почему? Да потому что у нас еще очень немало, минимум от 10 до 15, а некоторые эксперты говорят даже 20 миллионов избирателей, для которых Украина и Израиль далеко не на первом месте. Они считают, что вначале любой президент должен решать местные проблемы, внутренние. Это преступность, это высокие цены на товары первой необходимости, инфляция, это же нелегальная миграция. Вот это. А Украина и Израиль — это на 5-10 когда-нибудь. Так вот, задача лидеров партии сегодня говорит: нет, друзья мои, сегодня что Украина и Израиль, что мы с вами одно и то же. Мы не можем жертвовать ни одной пядью земли, ни Израиля, ни Украины. Победа и там, и там. В противном случае, если мы дадим слабинку, это будет, знаете, цепная реакция для Ирана, для Северной Кореи, для Китая, и это будет большой импульс для выживания путинского режима. Вот этого не должно быть. Вот так должно быть обращение этих лидеров к американскому народу, где бы они ни были, будь то прямое общение с избирателями или у экранов телевизоров. Вот так должно быть. Это то, что мы делаем на низах, на нижних этажах нашей политической системы. То есть, когда это делают, это впечатляет, это работает. Вот так должно быть. Знаете, вот буквально только что информация появилась, что Дональд Трамп заявил о том, что если он в этот раз выборы проиграет, то в 2028 году он баллотироваться уже не будет. Как вы считаете, кто может быть кандидатом от республиканцев на следующих выборах, если у вас видение? Признаться, я бы не хотел, чтобы Трамп сейчас баллотировался. Его время прошло, я вам честно скажу. Он великий, он много сделал для нашей страны. Он создал новое движение трампизм. Я трампист и горжусь этим. Но Трампом прошлым, не сегодняшним, к сожалению. Возраст, дорогие мои, ему под 8. Более того, еще ни один президент столько не пережил за свои вот эти вот не только первую каденцию, да и после, по сегодняшний день, столько ненависти, столько травли, столько лжи против него. Знаете, 2 импичмента из пальцев высосанных. Другой бы, наверное, уже свалился от паралича или от инфаркта, но он еще держится. И тем не менее эффект на его здоровье сказывается. Например, он провалил эти дебаты не потому, что ему не о чем было сказать. Абсолютно нет. У него было огромное преимущество перед Харрис. Во-первых, послужной список. И сегодня, вы знаете,
Я вам скажу одну вещь. Еще ни один президент Америки не входил в Белый дом, получая в наследие такое прошлое и настоящее, что не схватиться за голову. Пара примеров. Именно Трамп сегодня хочет войти в Белый дом, когда при Байдене 2 войны, 2, которые могут перерасти в термоядерную. Именно при Байдене Америка растеряла своих друзей. Саудовская Аравия, боже мой, сдружилась уже с Ираном. Молча воспринимает все, что сегодня Иран творит вокруг, на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия уже братается с Китаем. Та самая Саудовская Аравия, которую мы держим благодаря нашей военной помощи. Саудовский король еще жив, его не смели свои же арабы. Именно Египет возьмите. И буквально вчера пришло сообщение, что Египет уже собирается отказываться от наших самолетов F-16 в пользу китайских. Вы представляете вы? То есть потеря одной позиции за другой. Это во внешних политических вопросах. А я о внутренних уже не говорю. Открытые границы. За время пребывания Байдена нашу границу пересекло около 20 миллионов нелегалов. По сей день, вы не поверите, нашу границу пересекает от 2 до 5 тысяч каждый день. Колонны идут, как на марш. Идут прямо куда хотите. Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, нет проблем. А те принимают. И за счет нас, налогоплательщиков, то есть то, что подлежит малоимущим, они отдают им. Это политика социалистов, марксистов, политика Демпартии. И не дай бог, если Харрис будет избрана, она будет делать то же самое. Поэтому это их политика умиротворения Путина. Это их политика умиротворения Ирана, который сегодня является соучастником войны в Украине. Я не говорю уже про Ближний Восток, про Израиль. Это их политика, демократов. Вот это самое страшное. Поэтому, если вы заговорили о 28-м годе, Трампу было бы стыдно еще заикаться о 28-м годе. Дай бог, чтобы он выиграл эти выборы. Дай бог. В чем есть большое сомнение. Но в 28-м году, я надеюсь, мы будем иметь женщину. Но не эту Харрис. Мы будем настоящего друга Украины и Израиля иметь. Я надеюсь, это будет Ники Хейли. Именно она должна была быть сегодня рядом с Трампом. А не этот Венс, молодой, хоть и образованный, но зеленый, не готовый быть лидером такой великой страны, как Америка. Именно Ники Хейли должна была быть. И не дай бог, если Трамп выиграет и не будет реализовывать те свои планы, которые он озвучивал в первую свою каденцию, а она была великолепной, то что ж, я не думаю, что мы все от этого выиграем. Но я думаю, этого не будет. Если Трамп победит, он не будет игнорировать наши национальные интересы, куда входит и защита Украины до полной ее победы, и оказание помощи Израилю до полной победы Израиля не только этими террористическими группировками, но и над самим Ираном. Вот это очень важно. И это Трамп будет реализовывать. Я в этом не сомневаюсь. И не надо слушать никогда, когда кто-то что-то из политиков говорит. У нас в Америке идут баталии за победить на выборах. Напомню вам, кроме президентских выборов, у нас 5 ноября состоятся еще выборы в Нижнюю палату, где переизбираются 435 конгрессменов, и Верхнюю палату, где переизбираются 35 из 100 сенаторов. Поэтому баталии жуткие. Каждый депутат или каждый новый кандидат на ту или иную должность сегодня близок к нам как никогда, я имею в виду к избирателям. И у нас есть большие шансы ставить условия. Мы будем голосовать только в том случае, если вы будете выполнять наши требования.
Это безоговорочная помощь Украине до полной ее победы и помощь Израилю в победе над главным организатором, спонсором терроризма в мире вместе с Путиным, Ираном. Вот это очень важно. Вот это наша сегодня повестка. Борис, я очень благодарна вам за этот разговор, за то, что вы присоединились к этому стриму. Борис Пинкус, общественный деятель, президент республиканского клуба имени Рональда Рейгана, был гостем этой трансляции. Спасибо вам. Спасибо большое, дякую, и слава Украине, мы победим. Героям и очень слава. скоро. Спасибо вам, спасибо большое. Всего доброго.